Голландия, Нидерланды. Что скрывается за этой бесконечной вереницей игрушечных домиков? За океанами тюльпанов? Легализация марихуаны вкупе с однополыми браками? Эта страна может похвастаться не только застоялыми стереотипами, но и кучей такого, о чем не рассказывают туристам. На это мы сейчас и посмотрим. И по традиции, чем дольше вы будете смотреть, тем будет интересней, ведь самое неожиданное как-то всегда получается в конце ролика. Итак, Нидерланды на удаленке. Поехали! Начнем, пожалуй, с самого главного стереотипа, что Нидерланды и Голландия одно и то же. На самом деле это не совсем так. Нидерланды – это официальное название государства, в состав которого входит 12 провинций. И самыми развитыми со времен позднего Средневековья из них являются Северная и Южная Голландия. И чаще всего жители именно этих провинций путешествовали по миру. Здесь также производилась и производится большая часть товаров на экспорт. Поэтому название «Голландия» у всех на слуху. Кстати, тот факт, что Нидерланды называют Голландией, очень раздражает самих голландцев. Правительство Нидерландов уверено, что это вредно для образа страны. По мнению чиновников, слово «Голландия» стало неким антибрендом, связанным с наркотиками и проституцией. Ну, прям скажем, такая репутация не на пустом месте. Проституция в Нидерландах разрешена официально. Она легализована с 2000 года и приносит в среднем около 100 миллионов долларов в год в экономику этой страны в виде налогов. Все бордели находятся под строгим контролем правительства. Еще один стереотип связан с тюльпанами. Нидерланды уже не одно столетие ассоциируются с этими цветами. Многие уверены, что они там и появились. Но на самом деле их родина Турция. Тюльпаны попали в Европу из Османской империи лишь в XVI веке. В 1562 году первая крупная партия турецких тюльпанов была завезена в город Антверпен. Садоводы из Европы очень полюбили этот цветок и видели сходство между его формой и традиционным турецким головным убором. Они дали ему название тюлипан от тюльбент, турецкого тюрбана. Сегодня Нидерланды считаются самым главным производителем и экспортером тюльпанов в мире. И не только тюльпанов. 75% всех цветочных луковиц на Земле имеют нидерландское происхождение. Но вообще говоря, родину цветов меняет глобализация, как и все остальное в нашей жизни. Воротилы цветочного бизнеса сейчас выращивают цветы в основном в Африке, Азии, Латинской Америке. Голландия также переносит производство в эти страны. Впрочем, она по-прежнему является мировым лидером по торговле цветами. Но вместе с тем все большее количество товара привозное. Исключение – луковичные цветы. Их в стране выращивают, как и раньше, в больших количествах. В удачный год небольшие фермерские хозяйства, для которых это традиционное занятие в течение нескольких поколений, продают до 10 миллиардов луковиц тюльпанов. Это 70% всего производства тюльпанов в мире. Продают цветы на цветочной бирже Flora Holland, которая торгует цветами уже более века. В ее состав входит 5000 компаний, выращивающих цветы. Торги осуществляются при помощи аукционных часов, вместо времени показывающих актуальную цену того или иного лота. Длительность торгов меньше минуты. Как только покупатель видит на часах приемлемую цену, он нажимает кнопку, останавливая торги. И это только вершина айсберга. Подводная часть — это гигантские ангары с огромными холодильниками, специальными рельсами и электромобильчиками, которые снуют по этому океану цветов. Но перенесемся из цветочных ангаров на городские улицы. Что сделает обычный человек, если увидит, что за окном льет дождь? Прихватит с собой зонт перед выходом на улицу. А вот жители Нидерландов этого не делают, предпочитая дождевики. Ведь с зонтом на велосипеде не поездишь. Это самый любимый вид транспорта нидерландцев. Их тут больше, чем жителей. 18 миллионов против 17. Во время Второй мировой войны немецкая армия вывезла очень большое количество велосипедов из Голландии. За это голландцы до сих пор подшучивают над немецкими туристами, говоря: «Верните наши велосипеды». Несмотря на повальное увлечение великами, Нидерланды одерживают рекорд как страна с самым низким уровнем травматизма во время езды на этом средстве передвижения. А передвижение на велосипеде в нетрезвом виде строго карается законом, как и езда без фонарика в темное время суток. Велосипеды популярны в том числе и потому, что кроме дождя природа не особо препятствует велопрогулкам. Трескучих морозов здесь практически не бывает, так что кататься круглый год, как говорится, сам Бог велел. Ну а если и наступает редкая зима, когда все реки замерзают, тогда они организуют знаменитый конькобежный марафон по 11 городам протяженностью 200 километров.
Коньки у них тоже одна из старейших традиций. Что бы мы там ни думали о суперпродвинутости и развитости Нидерландов, их со спокойной совестью можно назвать страной деревень. Несмотря на самую высокую плотность населения в Европе, здесь проще встретить жителя сельской местности, чем горожанина. А как по-другому, если городов в этой стране около 60, из которых крупных только 4? Зато деревень целых 479 штук. Отсюда еще одно достижение этого государства. Нидерланды находятся среди лидеров по экспорту агропродукции. Здесь их опережают только Китай, США и Германия. Также эта страна мировой лидер по экспорту семян, живых деревьев и растений в принципе. Семян, например, страна продает на пару миллиардов долларов в год. При этом она не поставляет на рынок семена генно-модифицированных продуктов. И все это при том, что Нидерланды не могут похвастаться огромными территориями. Площадь страны сравнима всего-навсего с одной нашей Пензенской областью. Но такое агроизобилие было не всегда. Объем производства увеличился так сильно благодаря новой сельскохозяйственной политике страны, которую та приняла 20 лет назад, производив в 2 раза больше за половину доступных ресурсов. С 2000 года фермеры сократили расход воды на полив на 90%. Они практически полностью отказались от применения пестицидов в теплицах. А с 2009 года нидерландские птицефабрики и скотобазы сократили использование антибиотиков на 60%. С высоты квадрокоптерского полета можно увидеть необычные конструкции, напоминающие гигантские зеркала, которые днем сверкают на солнце, а ночью излучают странное внутреннее свечение. Так выглядят нидерландские тепличные комплексы, причем площадь некоторых из них достигает 70 гектаров. Благодаря им страна, находящаяся не так далеко от полярного круга, стала мировым лидером по поставке томатов. Нидерланды также считаются лучшим поставщиком картофеля и лука и вторым по величине производителем овощей в мире. Таким достижением в области сельского хозяйства страна обязана своему Вагенингенскому университету, который считается лучшим агропромышленным научно-исследовательским институтом в мире. Этот университет является ключевым элементом продовольственной долины, в которой развиваются технологические агростартапы и экспериментальные фермы. При этом будущее сельского хозяйства Нидерландов обретает форму не в переговорных крупных корпораций и агрогигантов, а на тысячах семейных ферм. А еще это самая низкая страна в Европе. 26% ее территории располагается ниже уровня моря. Приблизительно 60% населения живут на целых 5 метров ниже уровня моря. А самая низкая точка страны – Зёйд-Пласпольдер на 7 метров. Естественно, большую часть территории защищают дамбы. Например, главный аэропорт страны Схипхолк, который обслуживает миллионы пассажиров в год. А что же люди? Люди в Нидерландах тоже своеобразные. Начнем с того, что жители этой страны считаются самыми высокими людьми в Европе. Средний рост взрослого мужчины-голландца – 1,84 м, а женщины – под 1,70 м. Ученые объясняют эту особенность как генетической предрасположенностью, так и высоким уровнем питания и здравоохранения в стране. По мнению исследователей, немаловажную роль в этом играет потребление большого количества молочных продуктов. А еще тот факт, что Нидерланды постоянно занимают самые высокие позиции в рейтингах счастливейших стран мира. Особенно довольны своей страной молодые жители. Согласно исследованию Национального статистического управления Нидерландов, 94% подростков в возрасте от 12 до 18 лет заявляют, что очень довольны условиями, в которых они живут. Быть счастливыми им совсем не мешает ни секс-просвет, о котором речь пойдет дальше, ни даже легализация марихуаны, которую каждый совершеннолетний житель может купить в кофе-шопе рядом со своим домом. Но за продажу мягких наркотиков несовершеннолетний может схлопотать очень серьезную меру наказания. При этом человек, купивший травку в кофе-шопе, имеет право только на ее использование в количестве не более 5 граммов на человека. А еще дома можно вырастить до 5 кустов конопли для личного потребления. При этом всем уровень потребления марихуаны в Нидерландах один из самых низких в Европе. Так же, как и показатель смертности из-за приема наркотиков – 8 случаев на миллион жителей. К примеру, в Великобритании этот показатель равен 50. Интересное отношение у голландцев к религии. Большая часть из них атеисты – это 40%. 30% являются католиками, а 20%, включая королевскую семью, протестантами. Большая часть протестантов проживает на севере. Этот регион даже носит соответствующее название – Библейский пояс. Жители этих краев известны своим религиозным консерватизмом. Они очень серьезные, замкнутые. Вся жизнь их подчинена строгому порядку, и приезжих они не любят. Туристам, посещающим Нидерланды, настоятельно советуют эти районы не посещать.
Кстати, с чрезмерной религиозностью связана одна очень интересная традиция. В Нидерландах не принято занавешивать окна. Считается, что она появилась благодаря приверженности граждан протестантской религии. Так, правоверные голландцы показывают, им нечего скрывать, и их образ жизни соответствует христианским моральным принципам. Возможно, этим принципом открытости руководствуются голландцы, когда устраивают совместные посиделки в саунах. Причем греются голландцы традиционно нагишом. Вообще здесь к работе относятся без чрезмерного рвения. Более половины трудоспособного населения страны работает неполный рабочий день. Это гораздо больше, чем в любой другой богатой стране мира. При этом голландцы – одна из самых путешествующих наций в мире. В возрасте 20-40 лет они часто работают и живут по несколько лет в других странах. Так что не мудрено, что у граждан Нидерландов своеобразное отношение к корпоративной культуре. Выходцы из России, которые переехали жить и работать в Нидерланды, часто жалуются на отстраненность своих голландских коллег. Их аргументы очень просты. 8 часов в сутки вполне достаточно, незачем коллег еще и домой тащить. Другая версия – голландцы не хотят подпускать сослуживцев близко к своим семьям из-за сплетен и обсуждения своей личной жизни. А посплетничать, видимо, есть о чем. Если вспомнить, что с 2001 года в стране узаконены однополые браки, а с 2009 года гомосексуальные пары могут усыновлять детей. И здесь самое время посмотреть, что у них там с охраной детства при таких законах. Тут, собственно, как во многих странах Европы, по закону все ученики начальной школы должны получить половое образование. Начинается это образование еще в детском саду с 4 лет. 8-летние голландцы узнают о гендерных стереотипах, а 11-летние обсуждают сексуальную ориентацию и варианты контрацепции. Хорошо это или плохо, можно обсудить в комментариях, а пока отметим еще одну интересную особенность. Здесь совершенно нормально, когда папы берут выходной на работе, чтобы побыть со своими детьми. Голландские работодатели давно привыкли к Дню папы и часто используют его как преимущество во время интервью или переговоров по контракту. А у мам здесь тоже есть свои особенности. Из поколения в поколение здесь передается вот такой предмет. Как думаете, что это? А вот и не угадали. Это стул для роженец. Более 30% женщин предпочитают рожать дома. При этом возле дома не дежурит скорая помощь. Реанимация стоит дорого. Даже если роды проходят в больнице, послеродовой контроль ведется на дому, и роженицу в норме выписывают через несколько часов после родов. Там маму уже будет ждать патронажная сестра, краамзорг, которая призвана научить новоиспеченную маму управляться с ребенком, кормить, купать, менять памперсы и так далее. Помогать с ребенком, когда мама отдыхает, и вести домашнее хозяйство. Мыть туалет и ванную комнату, убирать комнату, где находятся мама и ребенок, убираться на кухне, стирка и глажка, смена постельного белья. И все это в течение 8 дней по несколько часов в день. Все это оплачивается страховкой. Государственная пенсия там около 1000 евро, но часто гораздо большую часть составляет другая корпоративная пенсия и собственное пенсионное накопление. Однако это не значит, что когда вы видите веселых голландских пенсионеров на круизах и прочих излишествах, то это трудоголики, которые откладывают всю жизнь. Ведь есть еще так называемые «старые деньги». Большой процент всех европейских путешественников в сединах – просто потомки далеко не бедных людей. У кого-то недвижимость в аренде, у кого-то наследство, небольшое производство, ресторан или просто сумма на счету от предыдущих поколений. Это не мудрено, ведь Нидерланды – это страна, благодаря которой в Европе, да и в мире появились финансовые изобретения, без которых сложно представить сегодняшнюю реальность. Ну а уж злой или добрый финансовый гений мог придумать эти вещи, сейчас посмотрим. В 1602 году появилась Амстердамская фондовая биржа The Amsterdam Stock Exchange, которая считается самой старой из ныне существующих. Голландия активно наследила в географических названиях по всему миру. Например, Нью-Йорк был основан как голландская колония и изначально назывался Новый Амстердам. Также голландцы были первыми европейцами, ступившими на земли Австралии и Новой Зеландии. Австралия тогда называлась Новая Голландия, а Новая Зеландия в честь провинции Зеландия, расположенной на территории Нидерландов. Целых 3 Карибских острова – Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба – по-прежнему являются частью Нидерландов. Жители этих островов – полноценные граждане этой страны и имеют право участвовать в выборах в Евросоюз. Вообще, это историческое время, когда Голландия вертела весь мир на, так сказать, корабельной мачте, довольно интересен и поучителен. Ну, например, чего стоит такой исторический момент? Многие слышали такое словосочетание – Ост-Индская компания. Но не все знают, что их было несколько.
Британская, датская, португальская, французская, австрийская, шведская. Так вот, когда Нидерланды выдвинулись как передовая морская и колониальная держава Европы, именно голландская Ост-Индская компания была одной из самых крупных в мире. Это было государство в государстве. Она обладала не только монополией в ведении внешней торговли, но и правами на заключение международных торговых договоров, мореплавания, беспошлинной транспортировки товара в метрополию, создание факторий, укрепленных прибрежных крепостей, ведение судопроизводства, содержание вооруженных сил и военного флота. Для того времени это была крутейшая транснациональная корпорация, в которой на наших глазах постепенно превращаются современные цифровые гиганты, опутывающие своими сетями каждого жителя планеты. Им всего-то до кучи осталось основать плавучие цифровые города, которые будут дрейфовать в нейтральных водах. И тогда это будут не государства в государстве, а государства вне государств. Подобные проекты, если кто не видел, уже не раз анонсировали. Кто внимательно смотрел наши прошлые выпуски, скорее всего теперь поймет, почему на Западе в научной среде резко возрос интерес к истории этих Ост-Индских компаний. Мегакорпорации своего времени, которые часто были гораздо сильнее и влиятельнее отдельных государств, хотя формально действовали в интересах страны, в которой были созданы. Голландская Ост-Индская компания управлялась советом директоров из 17 человек и в 1602 году стала первой акционерной фирмой в мире, так как впервые предложила своим учредителям нести долевую ответственность за судьбу парусников, ну и, конечно, получать долю прибыли от новых земель, сокровищ и пряностей, которые ценились в Европе на вес золота. Ведь домой возвращалось только одно судно из 3, в то время как остальные становились жертвами форс-мажора, пиратов, бури и так далее. Но зато удачный рейс приносил огромную прибыль. Таким образом, процент возможной прибыли пайщика напрямую зависел только от суммы его вклада, мерой которого и становились первые в мире акции. До 1644 года дивиденды выплачивались натурой, привезенными товарами, в основном пряностями, в дальнейшем только деньгами. К 1669 году компания была самой богатой частной фирмой за всю историю, включая свыше 150 коммерческих судов, 40 военных кораблей, 50 тысяч служащих, в том числе 25 тысяч сотрудников в Азии и 3 тысячи сотрудников в Нидерландах, частную армию из 10 тысяч солдат. Компания принимала участие в политических спорах того времени наряду с государствами. Так, в 1641 году она самостоятельно, без помощи голландского государства, выбила из нынешней Индонезии своих конкурентов – португальцев. Для этого на средства компании были созданы вооруженные отряды из местного населения. Более того, в ряде колониальных территорий компания обладала правом чеканки монет. Но, конечно, история Голландии не ограничивается Ост-Индской компанией. Там есть все. Предательство монархов, гражданские войны, бегство капиталов, рост внутренних налогов, а значит и рост цен. Но это тема отдельного большого выпуска. Или вот, например, модный сейчас и вполне работоспособный 300 лет назад внешний государственный долг. Голландцы были первыми, кто понял, что своим долгом, оказывается, можно торговать и торговать с прибылью. Или вот еще схема. Представьте банк, который принимает вклады, выдает заемщикам облигации и выплачивает проценты, скажем, 6% в год. Ежегодно заемщики собираются и получают процент в течение всей жизни. Если кто-то из них умер, то его доля делится между оставшимися в живых. Кредит считается погашенным после смерти последнего заемщика. Сумма займа не возвращается. По такой схеме каждый год достаточно иметь 6% резервирование по выплате всего долга, а остальные деньги можно пускать на любые цели. А вот еще. Вложить деньги в облигации национального долга Англии под 8% годовых и под это выпустить облигации национального долга Голландии под 4% годовых. После всех манипуляций в кармане кошерно оставалось свои 4% прибыли. Эту манипуляцию придумали те, кого на 1785 год в Голландии проживало около 25 тысяч человек. Из них примерно 5 тысяч занималось банковским бизнесом и инвестиционной деятельностью. Из этих 5 тысяч примерно 500 – это крупнейшие банковские воротилы не только Голландии, но и мира. Эти 25 тысяч человек в Голландии делились на две группы – сефарды и ашкеназы. Ашкеназы под конец XVIII века больше имели свой бизнес с Францией и Германией. Сефарды с Англией и США. Хотя были и обратные примеры. Например, тот же Майер Амшель Ротшильд, который, будучи немецким евреем, был управляющим у Вильгельма Гессен-Кассельского и занимался продажей солдат англичанам во время французской революции и премиями за убитых.
Примерно с 1785 года Банк Амстердама отходит от принципа стопроцентного резервирования, которое на протяжении 2 веков делало его надежнейшим банком мира, и переходит сначала к 25, а потом и к 10% резервированию. В то же самое время в разы возрастают голландские вложения в заграничные банки и производство. Капитал начинает бежать из Голландии. При этом 90% доходов Голландии сосредоточились в руках 8% людей. Вся страна работала, чтобы эти 8% набили карманы и стали еще богаче. Народ же беднел. Что-то напоминает, не правда ли? Эти 8% не особо думали о Голландии. Им было отлично и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Париже. Голландию они рассматривали как место, где куча нищих оплачивает налогами выплаты по внешним долгам. Если резюмировать, то Голландия представляет собой уникальный пример страны, которую погубил собственный внутренний долг и совершенно хищно-ростовщический банковский характер экономики. Историки говорят так. Удивление вызывает не то, что Голландия сошла с арены великих держав Европы, а то, что продержалась на плаву так долго. Но вернемся в современность. Нидерланды, являясь страной контрастов, умудрилась наследить и в сфере развития современных технологий. Известно, что в 2011 году голландский город Эйндховен получил статус ведущего мирового центра научных открытий. Лидируют Нидерланды и в разработке высокотехнологичного оборудования, а также микро- и нанотехнологий. Примерно 94% населения Нидерландов пользуются интернетом. Это самый высокий показатель в мире. Именно голландские компании изобрели CD и DVD-диски, Wi-Fi и Bluetooth. В общем, в Нидерландах каким-то удивительным образом переплелись достаточно противоречивые явления. Будучи страной вроде как свободных нравов, с суперразвитыми технологиями, легализованной проституцией и легкими наркотиками, Нидерланды в чем-то остаются очень традиционной и даже пуританской страной. На этом пока все. Может быть, конец света должен начаться именно с этой страны? Или наоборот, у них есть чему поучиться? Пишите в комментариях, какие факты о Нидерландах вас больше всего удивили. Благодарим за оценку этого небольшого и, надеемся, объективного обзора, и до встречи в следующих выпусках на Крамоле.